Дорогие друзья, я вас приветствую, вы на канале Твой Мир, с вами Наталья. Дорогие мои, я вас благодарю за все, что вы делаете для меня, и желаю вам в 1000 раз больше добра, любви, изобилия, света, благополучия. Пусть у вас все будет хорошо. Дорогие, давайте сегодня посмотрим Таро расклад для знака зодиака Рак на предстоящую неделю с 6 по 12 февраля. Раки, дорогие, настройтесь, а мы начинаем. Первой картой посмотрим общие характеристики недели. Для вас неделя пройдет такая, знаете, очень даже в состоянии некого веселья. Здесь для кого-то может быть какой-то творческий союз. Здесь вы можете быть наполнены именно для движения вперед. Вы будете видеть какие-то свои перспективы, да, более как-то красочно и радужно. Вы будете на них смотреть не только с точки прагматики, а творческим каким-то подходом. Вы можете смотреть на те ситуации, которые будут с вами происходить. Также для многих раков здесь отыгрывается карта и соблазна, да, какого-то тайного, возможно, свидания. Но здесь, смотрите, раки, карта 9 мечей говорит о том, нужно ли вам это. Давайте посмотрим. Понедельник что для вас несет? Понедельник для вас несет очень много работы, очень много затрат на работу, да. Здесь и времени как-то вы, знаете, как-то работаете, да, и в то же время, ну, либо вы работаете один по карте отшельника, да, либо здесь вы работаете и постоянно в неких раздумьях над улучшением своей будущей жизни. Очень много времени вы тратите на работу, и очень много времени вы на этом объекте залипаете. Но объект я имею в виду не только рабочий, а еще и то, что вы держите в своей голове. Давайте теперь посмотрим вторник, что для вас несет. Вторник для вас появляется человек из вашего прошлого, либо вы возвращаетесь в какую-то предыдущую ситуацию. Нет, знаете, здесь все-таки идет возврат человека из прошлого, потому что комментарием выпадает карта 8 чаш, которая говорит о том, что вы ушли в поисках лучшего для себя. И здесь для вас объявляется этот человек именно во вторник. Ну, объявляется для разговоров о какой-то остановке, что-то хочет хитрить, ведет себя вообще, знаете, как-то наивно, что-то как по-дурачески, как-то вот так, понимаете? И в то же время говорит о каких-то своих печальных моментах, о депрессии и о какой-то стабильности. Но вы опять задаете себе вопрос, а надо ли вам это? Давайте посмотрим, что для вас несет среда. Что для вас несет среда? Раки. А в среду вы как будто будете отстаивать какие-то свои позиции, какие-то свои интересы. А с чем отстаивать будете? Почему? Здесь как будто, вы знаете, будете какой-то вопрос решать по поводу дальнейшего движения вперед, да, какой-то карьеры, лучшей жизни. И здесь как будто требуется стремительность, требуется скорость. Но вы как-то... С кем-то вы будете спорить по этому вопросу. А с кем спорить будете? А с человеком, который вам говорит постоянно о движении. О движении. Давайте посмотрим, что для вас несет четверг. Четверг у вас проходит под картой стабильности. Здесь вы, знаете, как-то в четверг вы настроены настолько стабильно, да, во-первых, во своих взглядах, во-вторых, в том, что вы делаете, в вашем развитии. Вы четко понимаете, что нужно, как нужно, зачем нужно. Единственный какой-то момент здесь у вас возникнет, что вы немножко не того хотели в своей жизни. И вот как раз-таки в четверг вы над этим вопросом подумаете и примете решение что-то изменить. Давайте посмотрим в пятницу. Что для вас готовит пятница? В пятницу вы будете как будто, знаете, погружены в себя, в свои раздумья, думать
Ну, скорее всего, о планах на будущее. Здесь вы будете еще думать о какой-то королеве Пентаклей. Это дама, которая умело организовала некие процессы, да, взаимодействия, и здесь вы будете погружены в эти мысли, и вас эти мысли не очень будут радовать, потому что здесь вы будете опять возвращаться к какому-то выбору, вы будете что-то выбирать какую-то достойную жизнь или просто довериться судьбе, как есть, так есть. Вот такая для вас пятница, раки. Давайте посмотрим субботу, что вам несет. В субботу вы довольны собой, вы довольны тем, что у вас есть, вы довольны какой-то победой, вы довольны своим уходом от какого-то, я так понимаю, прошлого события. И понимаете, что все-таки эти перемены, которые произошли в вашей жизни, эти перемены к лучшему. И вас эти перемены ведут в гармонию, в любовь и в получение желаемых результатов. Давайте посмотрим, что вам несет воскресенье. В воскресенье, вы знаете, вы будете довольны той жизнью, которая у вас есть, тем окружением, которое рядом с вами. И у вас в воскресенье очень сильно порадует эмоциональная сфера. Вам настолько будет легко, вы знаете, как будто будете облегчены в том вопросе, что вы что-то разрушили, что вы окончательно что-то разрушили, и вы отсюда получите колоссальное, вы разрушили свое прошлое какое-то, и здесь вы получаете колоссальный заряд энергии и сумасшедшую легкость, что как будто вы получили вот крылья за спиной. Давайте посмотрим для вас совет. А на совет вам выходит 5 кубков. Эта карта говорит, что не впадайте в депрессию, да. Если будет какой-то момент, вот я так понимаю, что это какая-то встреча с человеком из прошлого, может подвергнуть вас какое-то депрессивное состояние, вы можете о чем-то задуматься, да, что там как-то было, вот что-то было хорошо, и впасть в депрессию, в какое-то разочарование, да. Вот здесь вам не стоит этого делать, потому что вы император, вы можете управлять собой и не только собой, и вы здесь, ну, в шаге от победы. Давайте посмотрим, раки, личные отношения для вас на предстоящей неделе. Личные отношения для вас. В личных отношениях для вас на предстоящей неделе идет такая информация, как будто, вы знаете, вы погружены в себя, да, и в то же время вы настроены, вы решительно настроены на какую-то победу. И вот здесь 2 карты комментарии, выпали королева кубков и 10 пентаклей. Эти карты говорят о том, что вы хотите одержать какую-то победу с королевой кубков, да, войти в какой-то определенный то ли круг людей, то ли вот как-то, знаете, в клан, в семью, вот что-то такое, да. Здесь мы видим по 10 пентаклей, здесь все-таки все поколения вместе и какие-то блага, да. И вот здесь все-таки вы думаете над тем, что получить вот эти вот блага с королевой кубков в личных отношениях на этой неделе. Давайте посмотрим, что вас ожидает в работе. В работе вы одержите тоже какую-то победу. Но здесь, дорогие раки, у вас победа в том, что вы наконец-то организуете все свои процессы и выстроите планы на будущее. Даже если где-то там что-то было в разброс, где-то были какие-то наметки, где-то были какие-то заметочки непонятно, то здесь вы все-таки на этой неделе в работе приведете все в такой механизм, который будет работать как швейцарские часы. И вас это, конечно... Ну, давайте посмотрим, что вас порадует. Это ли вас порадует? Что вас порадует? А порадует вас тот момент,
А порадует вас, дорогие раки, тот момент, что вы наконец-то возьмете передышку, копание вот в этом своем опыте, да, и для вас это принесет вот просто до такой степени эйфорийные чувства, когда вы просто оставите в покое вот свое прошлое, свой опыт, и еще и просто будете наслаждаться тем, что у вас есть на сегодня, да. И еще такой момент может здесь быть, что все-таки ваш опыт, который был у вас ранее, вам принесет как раз таки вот эти эйфорийные чувства, которые вы испытаете на этой неделе, которые вас порадуют. Здесь, во всяком случае, вы очень четко для себя поймете, кто с вами рядом. Так, давайте посмотрим ваши финансы на предстоящей неделе. А финансы у вас, раки, на предстоящей неделе, знаете, такой момент, как будто ну, вы обездвижены, вы не можете ни получить, ни дать денег. И как-то вы вот это вот все отпускаете на волю судьбы и своей, либо это ваша жена, либо это ваша мать, либо это женщина, которая для вас значима. Вы как-то вот как будто передаете ответственность в ее руки, да, и для вас как-то по финансам вот на этой неделе вопрос вот такой, как-то нет движения, вы знаете, какая-то остановка. Однозначно остановка и стагнация. Либо вы все-таки ждали денег от какой-то вот женщины, которая для вас значима, да, может, это ваш работодатель, но вы их пока не получите. И вы пока отпускаете эту ситуацию на волю судьбы. Что вас может неприятно удивить? А неприятно вас удивит то, что, вы знаете, как даже не упущение возможности, а борьбу, которую вы вели для того, чтобы вот сделать как-то свое будущее, да, вот эти возможности какие-то хватануть. Вот такое ощущение, как будто это все зависнет, да, и вот, ну, вот как будто ваши возможности из-под рук у вас утащат, понимаете, а вы за это боролись. И вас это, конечно, неприятно удивит. Раки, дорогие, вот здесь в комментариях, что вас порадует, все-таки еще до меня, я все никак смотрю на эти карты, да, и хочу еще прокомментировать, что здесь все-таки вы можете... Что вас обрадует, да? Вы можете вот эту свою данность и опыт и предназначение просто понять, для чего вам любовь нужна, понимаете? Вот такая какая-то еще для вас идет информация, что вы поймете, что любовь, она движет вами и выводит вас в ваше предназначение. Давайте посмотрим, на что вам обратить внимание. Обратить внимание вам надо на скорость. На скорость в каком-то новом, на нехватку времени для реализации новых проектов. Раки, обратите внимание на то, что у вас не хватает времени для того, чтобы заниматься новыми проектами, новыми делами, да. Но здесь, смотрите, вам в комментарии выпадает, что вы можете обратиться к своей семье. Ваша семья, ваше близкое окружение, люди, которых вы любите, которые любят вас, они вам могут в этом помочь. Но вам нужно, понимаете, как открыться, да, потому что очень много какой-то монотонной работы могут взять на себя ваши близкие. И вот здесь у вас, понимаете, когда вот идет вот эта взаимовыручка, взаимоподдержка, вы как раз таки выбираете верное направление вперед и понимаете суть слова «у меня есть поддержка» вот именно в этом моменте, раки. Раки, дорогие, вот такой расклад у меня получился для вас.
Я вам желаю всего доброго, всего светлого, всего самого-самого наилучшего. Берегите себя, берегите своих близких. А я с вами прощаюсь. До новых видео. Ваша Наталья.